Всем привет! Если вы кликнули на этот ролик, то вам, как и мне, хочется открыть свой бизнес-проект. Но у вас нет стартового капитала или кажется, что он настолько мал, что нет смысла его никуда вкладывать. Тогда вы в правильном месте. Вы находитесь на канале Адская пекарня, и это рубрика «Товарный бизнес с нуля». Да, вы не ослышались, с самого нуля. Это второй видеоролик из данной рубрики. Для тех, кто здесь впервые, советую вам предварительно посмотреть первую, анонсирующую серию, выпущенную мной еще весной прошлого года. Там я более подробно рассказываю об этой рубрике. Ну а те, кто уже посмотрел прошлый ролик и заряжен на успех, усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Знаю, хочется сразу приступить к делу, но прежде всего, как обычно, небольшая вводная часть. Я подготовил огромное количество материала. Да, помню, обещал выпускать ролики в лайве, но все-таки я пришел к тому выводу, что лучше всего предварительно собрать вводный материал, так как если бы я выпускал ролики в лайв формате, например, что-то произошло, и я написал сценарий и выложил, то ролики бы получились, во-первых, менее структурированными и имели бы логические ошибки, а во-вторых, была вероятность того, что если бы я где-то накосячил, то я мог по незнанию или по случайности рассказать вам об этом и представить как верное решение. Либо, если бы ошибка была бы критическая, я мог бы бросить все начатое на полпути, и рубрика бы закончилась, так и не начавшись. Но теперь, пройдя тяжелый путь и собрав огромное количество материала, что хватает аж на 3 сезона данной рубрики, я бы хотел поделиться с вами своим опытом работы, рассказать обо всех нюансах и проблемах, с которыми столкнулся и до сих пор сталкиваюсь. Скажу честно, сейчас я нахожусь на том этапе, когда уже получил первые продажи с первой партии товаров, но при этом еще как бы не окупился. И я надеюсь, что это хоть немного, но повышает кредит доверия ко мне. Но хватит прелюдий, начинаем по порядку. Февраль 2020 года. Я делал небольшую расхламовочку у себя в квартире, собирая весь ненужный хлам. Часть вещей идет на выброс из-за полной непригодности, а еще часть вещей может прослужить верой и правдой, но для меня от них уже, к сожалению, нет пользы. И тут, спустя 3 месяца, в мае, мне приходит отличнейшая идея. А не продать ли мне все эти вещи? Мне они не нужны, но они находятся в достаточно хорошем состоянии. Хорошим способом все это передать следующему поколению пользователей будет продать все это на Авито, либо на Юле. Я собираю, естественно, все вещи, фотографирую, выставляю на Авито. В течение полугода я спокойно продаю все вещи и периодически добавляю новые. Это были те вещи, которые я либо нашел в других уголках своей квартиры, либо какие-то вещи мне перепали от родственников и от друзей за ненадобностью. Особо я, конечно, не напрягался и не вникал, и часть полученной выручки я либо тратил, либо завозил в Steam как инвестиции. Затем, спустя год, у меня еще осталась парочка вещей на сумму около 10 тысяч рублей. И это как раз май 2021 года. Тогда-то я и выпустил первый ролик из данной рубрики. Я твердо решил, что пора строить свой бизнес, а все бизнес-проекты начинаются с чего? Абсолютно верно, с расчетов. Но, к сожалению, не в нашем случае. Мы действуем в условиях максимального ограничения бюджета и ресурсов. Наша задача потратить как можно меньше и получить как можно больше. Поэтому у нас с вами почти нет ни права на ошибку, ни поля для эксперимента. Поэтому нашим первым шагом является сбор максимально возможного капитала. И вот тут-то мы и используем все навыки, которые имеем. Самый первый и простой способ сбора капитала – это расхламовка. Учти я это раньше, возможно, этот ролик вышел бы не сейчас, а как минимум год назад. Но имеем, что имеем. Первым делом все дружно поднимаем попки со стула и делаем генеральную уборку в своем доме, квартире или комнате. А параллельно собираем в кучу все ненужные вещи, найденные в процессе уборки. Все, что вам больше не нужно или не несет той ценности, что раньше. Все выбранные вами вещи должны быть не просто работоспособны, но и быть в прекрасном состоянии, без пятен, не сломаны. Все, что можно починить или привести в презентабельный вид, чиним и, соответственно, подготавливаем. Затем фотографируем и выставляем на продажу. На Авито в основном приобретают БУ товары, и поэтому народ не особо привлеглив к описанию и фото. Однако, чем лучше будут заполнены карточки, тем быстрее вещь продастся. Так как не стоит забывать о том, что люди в первую очередь приобретают глазами. Параллельно выставляем товары на Юлу и в социальные сети. Все это необходимо для привлечения большей аудитории. За то лето я все-таки продал все вещи на сумму 10 тысяч рублей, как рассчитывал ранее. Конечно, за 3 месяца это не особо высокая сумма, но все-таки плюс 10 тысяч рублей к нам в копилочку. Дальше мы не должны забывать про трейд в Steam.
Если вы еще с ним не знакомы, то после просмотра данного ролика обязательно находим плейлист у меня на канале, либо спускаемся в описание и переходим по ссылке и изучаем материал. Лично я не использовал этот способ, чтобы подбить баланс, но после первой закупки я понял, что это чертовски необходимо. Во-первых, это мой запасной аэродром. Во-вторых, это помогает мне подбить более большой капитал ко второй закупке. Как вариант, если вы уже заядлый трейдер, то можете вывести часть оборотного капитала. Если же вы новичок, то торгуем с самого нуля, а затем, чтобы немножко увеличить скорость прироста капитала, в качестве акселератора используем те деньги, которые мы получили с продажи товаров на Авито, и активно торгуем, пока не наберем нужную сумму. В то время я еще активно работал механиком и получал заработную плату. В этой рубрике я учел и ее. Насколько вы знаете, я проработал в дилере более полугода. В основном все деньги уходили на оплату квартиры, еды и так далее. Но часть я все-таки откладывал на лучшие времена. В результате я набрал еще 25 тысяч рублей. Вся эта сумма автоматически полетела в первую закупку. Что я предлагаю сделать в вашем случае? Насколько я знаю, по аналитике средний возраст моей аудитории 22-23 года, ну или в диапазоне от 18 до 27 лет. Поэтому, если вы учитесь в университете, то постарайтесь попасть на любую возможную оплачиваемую стажировку по вашей специальности. Особенно, если вам нравится ваша специальность. Почему именно стажировка? Первое, благодаря университету это сделать достаточно просто, главное найти контакт. А второе, если ваша цель не просто заниматься товаркой, а вы хотите покорять большие горизонты, особенно в пределах вашей специальности, то это будет огромным опытом. Особенно сильно обращайте внимание на бизнес-процессы внутри вашего предприятия и не бойтесь задавать вопросы. Если у вас нет возможности посещать и учебу, и работу, то постарайтесь вспомнить все навыки, которыми обладаете. Вспомните, что вы делали и за что вас хвалили. Например, в школе вы делали отменные презентации, или собирали другу компьютер, а он работает как пушка, или у вас есть навыки в СММ, или вы отличный программист, а затем зарегистрируйтесь на любой подходящей бирже для фриланса, создайте профиль в соцсетях и на том же самом Авито и Юле предлагайте свои услуги. Работайте и зарабатывайте деньги. Часть средств откладывайте на развитие бизнеса. Инвестируйте, пусть деньги делают деньги. Однако, возможно, в дальнейшем вам и не придется заниматься бизнесом, и вам понравится быть фрилансером, и вы зарегистрируетесь как самозанятый. Ну и четвертый способ – это расширение. Ищите любые способы заработка, особенно если их возможно автоматизировать. Любая копеечка на старте пригодится более чем. И не бойтесь экспериментировать. Да, я уже сказал, что в условиях ограниченных ресурсов достаточно сложно это делать, но не невозможно. Поэтому рискуйте. И насколько мы уже с вами знаем, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Ну а теперь плавненько переходим к результатам по сбору капитала. Как мы уже с вами посчитали, мой банк старту рубрики составлял около 35 тысяч рублей. Это очень, я бы даже сказал, космически маленькие цифры для старта товарного бизнеса. Но в том и соль. Наша главная задача – открыть бизнес и стать предпринимателями в условиях ограниченных ресурсов. Справлюсь ли я с этим, конечно, покажет время. Эти стартовые 35 тысяч являются некоторой точкой отправления, способом прощупать почву и понять, что земля еще под ногами. Если все пойдет гладко, то можно будет рискнуть и сильнее и пополнить баланс предприятия на большую сумму. Самое главное правило, если вы начинаете свой бизнес или переходите на новый уровень ведения дел. Не забрасывайте старый способ заработка и продолжайте расширять границы, тем самым делая основание и прочный фундамент. В моем случае, как я и сказал, подспорьем служат Steam и мой блог. Каждый вид деятельности является кирпичом в основании пирамиды, и каждый более серьезный вид деятельности переводит меня на более высокий уровень развития. Дальше я планирую только расширяться, расти вверх и захватывать новые вершины. Теперь, когда мы собрали стартовый капитал, настало время бизнес-планирования. В следующей серии мы поговорим именно об этом. Я расскажу о собственном опыте анализа рынка, выбора ниши, поиска поставщиков и о способах реализации. Если вам понравился данный видеоролик, то буду рад, если вы поставите лайк и оставите свое мнение в комментариях. Поделитесь своими мыслями и начинаниями. Это поможет каналу в продвижении и даст мне понять, что данная тематика более чем интересна. Для тех, кто здесь впервые, буду рад, если вы подпишетесь на канал. Как обычно, всем приятного аппетита и до скорых встреч. Пока.